Говорят, что христиане изобрели идею о том, что Иисус — Бог, что Он был всего лишь пророком, что позже церковь исказила это послание. Но один древний фрагмент папируса навсегда опровергает это утверждение. Папирус не принадлежит церковному собору. Он не был написан под влиянием римлян. Это сохранившаяся копия Евангелия от Иоанна, датированная более чем за 400 лет до того, как жил Мухаммед. Это папирус 66. И он доказывает, что первые христиане не просто следовали за Иисусом, они поклонялись Ему. П-66 был обнаружен в Египте и датируется примерно 175-200 годами нашей эры. Он содержит большую часть Евангелия от Иоанна, написанного на греческом, языке оригинала Нового Завета. И самый первый стих в этой древней копии безошибочно проясняет одну вещь. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В тексте прямо говорится, что Слово было Бог. Это то, что первые верующие переписывали, читали и передавали по наследству. Именно так они понимали Иисуса с самого начала. Почему Иоанн называет Иисуса Словом? Потому что слова выражают мысли. Они открывают то, что скрыто. Они превращают невидимое в видимое. Именно так поступил Иисус. Бог есть Дух. Он невидим, свят и бесконечен. Но Он открыл себя через Слово. Точно так же, как началось творение, когда Бог заговорил, началось спасение, когда это божественное Слово стало плотью. И мы продолжаем читать в 1 главе 14 стихе. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Иисус был божественен до сотворения мира и пришел в мир, чтобы явить Отца. Он является совершенным выражением природы Бога. Называть Его Словом значит сказать следующее. Иисус открыл все, чем является Бог. Все, что Бог говорит, Иисус исполняет. Все, что Бог повелевает, Иисус воплощает. Вот почему Иоанн начинает с языка книги Бытия. Точно так же, как мир начался словами «в начале», Евангелие начинается словами «в начале было Слово». Это не поэтическая метафора, это точная теология. И П-66 доказывает, что такова была вера древнейшей церкви. И это проповедовалось, цитировалось и защищалось. Отцы церкви, такие как Ириней, прямо цитировали Евангелие от Иоанна 1:1, чтобы бороться с ранними ересями. Он не говорил, что это тайна. Он сказал, что это истина, переданная от самих апостолов. Еще раньше Иустин Мученик назвал Иисуса Логосом, что означает «божественное слово», который был Бог от Бога. Он спорил с язычниками, а не с мусульманами. Но его защита уже соответствует доктрине, которую ислам позже попытался опровергнуть. Это были основные утверждения первых христиан, сохранившиеся в проповедях, трудах, письмах, а теперь и в рукописях, подобных П-66. Итак, почему это имеет значение? Потому что Коран все это отрицает. Ислам учит, что Иисус был всего лишь пророком. Сура 4 предостерегает от того, чтобы называть его божественным. В ней говорится, что христиане преувеличивали, что они изобрели идею Троицы, что Иисус никогда не утверждал ничего из этого. Но П-66 был написан на 400 лет раньше. Он не был создан в ответ на ислам. Его написали не в Риме. Он был написан в регионе, где христиане все еще подвергались преследованиям, где признание Иисуса Господом могло стоить вам жизни. И все же они написали это Евангелие. Они скопировали его, сохранили, рисковали всем, чтобы провозгласить единую истину. Слово было Богом. Этот фрагмент опровергает утверждение ислама о том, что Библия была искажена, потому что в Евангелии от Иоанна, которое мы имеем сегодня, говорится именно то, что сказано в П-66. Здесь нет вариаций и теологических правок. И П-66 не единственный. В других ранних рукописях также сохранилась та же формулировка. В разных регионах, скопированных разными авторами, послание осталось неизменным. Если бы этот стих был изменен, мы бы увидели противоречивые копии. Но мы этого не видим. У нас есть последовательные свидетельства на протяжении веков на разных континентах, подтверждающие божественность Иисуса. Давайте будем честны. Если бы кто-то сегодня объявил себя Богом, мы бы потребовали доказательств. Иисус дал их. Он исцелял больных, Он успокаивал бури, Он воскрешал мертвых, Он прощал грехи, и Он принимал поклонение.
Ни один пророк никогда не делал этого. Ни один праведный учитель не позволял этого. Но Иисус делал это открыто и неоднократно. Поэтому, когда мусульмане говорят, что Иисус никогда не называл себя Богом, они не спорят с христианами. Они спорят с историей. Они спорят с рукописью, зарытой в Египте, написанной до появления ислама, не тронутой советами и сохраненной людьми, у которых не было причин лгать. Они спорят со стихом, который был написан на несколько столетий раньше, чем Коран, и в котором говорится именно то, что отрицается в Коране. Если бы Коран действительно подтверждал предыдущие писания, он бы подтвердил это. Но это не так. Коран переписывает историю, и в этом проблема. Коран не хитрит. Он прямо опровергает божественное происхождение Иисуса. В суре 112 стих 3 говорится, что у Аллаха никогда не было потомства, и Он сам не родился. В суре 19 стихах с 88 по 91 говорится также. Они говорят: «Милостивый взял себе сына, этим вы совершаете ужасное злодеяние». Это не просто разница во взглядах, это противоречие. В Евангелии говорится, что Слово было Богом. В Коране говорится, что у Бога нет ни Слова, ни Сына, ни воплощения. Вы не можете примирить эти два утверждения. Одно утверждает вечную истину, другое переписывает ее. И старейший свидетель того, что рукопись, не имеющая теологической подоплеки, это не Коран, это П-66. Тем не менее, рукопись рассказывает только часть истории, потому что поклонение Иисусу — это не просто слова, это то, что Он делал и продолжает делать. Слово не просто говорило, оно жило среди нас. И Иисус вошел в наш разрушенный мир, понес наши грехи, умер нашей смертью и воскрес для нас. Он не просто указал на Бога, Он открыл Его. Вот почему христиане поклоняются Ему, а не просто следуют за Ним. Если вы считаете, что евангельская весть — это всего лишь более позднее изобретение, вам нужно задаться вопросом, почему христиане рисковали своими жизнями, защищая ее в самом начале? Почему они постоянно подтверждали божественность Иисуса, подвергаясь угрозам, преследованиям и изоляции, если это было всего лишь запоздалой теологической мыслью? Все указывает на один единственный ответ. Потому что они были свидетелями. Потому что они видели, как Слово стало плотью. Потому что они были уверены в том, кем Он был. И спустя столетия рукописи подтверждают то, во что они верили. Поэтому прочтите Евангелие от Иоанна. Узнайте, кто такой Иисус на самом деле. Он не просто принес Слово. Он был самим Словом. Да благословит вас Бог. И никогда не прекращайте искать Слово, ставшее плотью.